Всем привет! Я долго не появлялась на YouTube, и вы мне прислали очень много вопросов, поэтому я сегодня постараюсь ответить на большинство из них, но это будет в категории 0+, то есть не в категории плана порно, извиняюсь. Так что я надеюсь, вам понравится это. Такие вопросы, что это 0, это даже не 0+, то больше, чем 0+. Окей. Становятся ли девушки, которые очень любят секс, но там 10 мужиков перепробовали? Мне кажется, что девушки, которые очень любят секс, они перепробуют не 10 мужиков, а минимум 100. Это мое мнение. Но я считаю, что и те девушки, которые на самом деле любят секс, замужество никак не повлияет там, начало отношений, ничто не сможет повлиять на это. Если девушка любит секс изначально, то она будет всегда это любить. Это даже возможно, что в плане замужества она будет более раскрепощенной, в том плане, что это никак не будет влиять. Но это только про то, что те девушки, кто любит именно секс, те девушки, кто любит секс, то есть это идет изнутри их, это у них такая энергетика, что они реально отдаются по полному. И замужество, наличие мужа, наличие отношений, наличие парня никак не повлияет на то, что они поменяют свою точку зрения по поводу плана секса. Они никогда не будут моралистками, потому что в сексе нет ничего плохого, и они будут по-прежнему наслаждаться сексом. Возможно, только что они предпочтут отдаваться только одному мужчине, либо как-то иные варианты, но они по-прежнему будут любить секс, и они никогда не будут осуждать там какие-то открытые виды отношений, либо иные варианты, там, возможно, много, но в плане, я имела в виду, что если девушка начала отношения или там либо замуж вышла, что иные варианты там могут быть в любом случае всегда возможны какие-то варианты, там, например, сходить на свингер-пати. Это я не про себя. Я одна даже не хотела идти в отношениях. Ну, кстати, в отношениях возможно, но 90% что нет, я бы не пошла, потому что как бы мне свингер-пати, так я была на свингер-пати, когда я одна была, и мне это не понравилось, никак не зашло. Какие-то отношения партнеры консервативные, то есть они не хотят делиться ни с кем другим. А в каких-то отношениях, если партнеры согласны, то есть никто никого не принуждает, то почему бы не там попробовать втроем, либо еще что-то новое. Я имею в виду в этом плане. Савера Голландер сказала, что после нескольких лет работы проституткой может снять мужика в баре для секса. У тебя есть такое? Я себе, в принципе, не считаю, это ладно, пропустим это. Но в том плане, что я в сексе open mind и тому подобное, нет, я очень стеснительная, когда в жизни я очень стеснительная. Тем более, чтобы снять мужика, то есть мне будет сложно ему намекнуть, что я его хочу. Я очень стеснительная в жизни. Даже вчера, например, футбол смотрела, я вначале стеснялась там болеть за Францию, потом, для примера, я очень стеснительная, и я раскрепощаюсь только когда заходит в плане секса, да, в плане секса я, мне пофиг на все, то есть я какая есть. А так, чтобы пойти снять мужика в баре для секса, нет, я очень стеснительная, я бы не смогла так сделать. То есть я буду стесняться, я буду там как-то намекать, но в плане этого я не смогу там так прямо, чтобы пойти и прямо снять его. Но просто для мужика для секса, да, снимет для мужика для секса. А если он ей не понравится в плане секса? Потому что мне очень важно, чтобы мужчина то есть я мужчине буду, я знаю, что я мужчину смогу сделать счастливым в плане секса, в 99% случаев. Я не то, что хвастаюсь, но я знаю это. Но мужчина, ты сможешь мне сделать такое? В том плане, что я не нимфоманка, потому что я предпочту там, у меня много игрушек, я предпочту одна дома там побаловаться, чем пойти кого-то снимать для секса. В плане, что мне просто были случаи, когда, да, я
у меня был секс, и я когда мужчине говорила, что я хочу, что я люблю, а я видела, что он только для себя хочет. И после этого я поняла, что лучше одной иногда дома остаться там со своими вибраторами, и потом, ну, как бы не жалеть о потраченном времени. Просто, нет, ладно, когда ты мужчине ничего не говоришь, это окей, но когда ты мужчине прямо говоришь, ты сделай это, и это вообще не сложно, но он все равно, ему пофигу на все, он только для себя, ну, как бы это уже неуважение. Поэтому это моя точка зрения. Была ли ситуация, как поступить как Анна Каренина, как ей к такому относится? Отношусь негативно, потому что, ну, хотя я, кстати, по-моему, не читала ее, либо я забыла, но она хотела броситься под поезд. Но это глупо из-за любви просто, да, вообще, в принципе, глупо из-за любого, ну, как бы, случая бросаться под поезд, самоубийство. В любом случае, как бы, самоубийство означает то, что ты несчастлива сама собой, нет гармонии сама собой. Если ты не можешь быть счастлива сама собой, то кто может быть счастлив с тобой, тем более из-за любви? Найди другого мужика, мужиков много, так что за мужиков? Блин, я, наверное, не читала. Вечный вопрос, зачем делают сиськи? Так, для себя не зачет или развернуто, что такое для себя? Но, да, для себя, я считаю, делают 50%, 50% все делают из-за того, что такая тенденция пошла делать пластические операции, там губы, нос, тому подобное, сиськи, даже импланты в задницу вставляют. Я сделала для себя, но я как для себя сделала, то есть у меня не было такое, прямо, как сказать, желание там прямо сделать как это можно быстрее, потому что я еще боялась, что если я сделаю, меня не будет результат устраивать, а я знаю, почему я, кстати, татушку хочу себе сделать, но я знаю, что если мне не понравится, то я ее пойду и удалять, а нафига столько времени тратить, денег, и поэтому как бы я сомневалась. Потом, когда я нашла себе врача, кто может сиськи сделать, я к нему записалась, но в итоге меня подруга, когда узнала, кому я хочу пойти, она говорит: Лен, ты чего, ладно, пофигу. Она говорит: ты телевизор не смотришь? Я говорю: а что такое? Она говорит: потому что там его на всю страну называют мясником, ну, в том плане, что он столько изуродовал девушек. И я отменила запись, в итоге я потом все-таки нашла своего врача, и я сделала, я не жалею об этом. Когда я выросла, то есть я поняла, что у меня сисек своих больших не будет. Даже когда, например, у меня постоянно то вес увеличивался, то уменьшался, сиськи всегда на одном месте, нулевой. И как бы вначале я лифчики носила пушап, потом я поняла, что мне это не нравится, потому что я все-таки хочу, чтобы как бы все выглядело как на самом деле. И то есть как бы ты пушап носишь, а потом, когда его снимаешь, все равно оказывается, что у тебя нулевой. Я перестала пушап носить. Но просто когда сиськи у тебя... У меня сейчас не самый большой размер сисек, но все равно, когда побольше, то есть ты в одежду выглядишь как бы сексуальнее, то есть как бы я себя ощущаю... Я до этого, конечно, я не то что стесняла себя, но я сейчас стала чувствовать себя сексуальнее, как сказать... Но я не жалею, что я делаю сиськи. Обещали, что силикон станет естественным, разочарована. Нет, я не разочарована, я полностью как бы довольна результатом, потому что когда у меня такое строение, что у меня на самом деле широкая кость, то есть вот тут я стучу, стук. У меня верхняя часть такая как бы широкая кость, нижняя часть нет. То есть, как бы мне изначально, когда я пришла к врачу, я ему сказала, что я хочу наиболее естественный результат. И он мне сказал, что на твое строение нужны импланты ставить, а они будут твердыми. Впоследствии они станут мягче, но они всегда будут выглядеть неестественными. То есть у меня даже не круглые импланты, у меня вот эти вот овальные, или как сказать, но у меня выглядят как круглые. И я потом же, когда был первый месяц, я реально хотела удалить, потому что когда я увидела себя, я думаю, это все так неестественно выглядит. И я начала с другим врачам писать, и все написали мне, что это... То есть они могли бы мне написать: да, приходи к нам, и мы тебе переделаем, но они написали, это наилучший результат, что он мог сделать. То есть нет, как бы я не разочарована. Выкладываю сторис из Греции и Италии у лыжно-горячих мужчин и у северных викингов. Какое различие есть?
Но у них темпераменты, по-любому, у них есть различия. Северные викинги, они более холодны, но как дальше пойдет, я не знаю. Южные горячие мужчины, они более темпераментные, но это как бы в плане, как дальше пойдет, я тоже не знаю. Это все как бы в любом случае это все индивидуально. То есть северные викинги, я, в принципе, северные викинги, особо там Швецию, Данию, я особо, как бы, у меня нет такого большого опыта. Саша Грей стримит про видеоигры на ютубе. Про что бы ты сама хотела создать канал? Я знаю, что Адриана Чесик тоже то же самое делает. Я, наверное, про фитнес, про спорт, что это люблю. Про правильное питание. Я скучная. И про секс. И про секс. Я давно хочу тату себе. Я хочу себе маленькую, то хочу тату здесь. Нельзя показать. Но здесь где-нибудь, прям но я не знаю. Хочу маленькую тату, но это давно, кстати, я хочу уже себе.